Привет! Сегодня поделюсь опытом содержания сложного вида муравьев. Этот вид – один из так называемых рабовладельцев, формика аквилония. Оставайтесь, будет интересно. Начну с того, что когда я поймала эту самку 30 июня 2020 года, я понятия не имела, что такое высшая формика и муравей-рабовладелец. Отправилась в интернет, и когда начала спрашивать мнение опытных киперов, то наткнулась на снисходительные насмешки и советы отпустить несчастную. Ведь я новичок, и мне не хватает опыта для содержания таких сложных муравьев. Что ж, сначала я очень расстроилась, что придется расстаться с моей находкой, ведь вид очень интересный, плюс информации по ним крайне мало. Но все же я решила, что лучше сама попробую разобраться. Стала искать информацию, изучать форумы и экспериментировать. Первой моей попыткой было подселить самки рабочих и коконы своего вида. Путем заморозки были подсажены 3 рабочих и подкинуты несколько коконов и 1 личинка. Их я нашла возле муравейника, так что это даже были не няньки, а фуражиры. Тогда я этого не знала. Кстати, в следующем видео, не пропустите, мы отправимся с вами в лес посмотреть как раз на эти муравейники. Будет очень интересно. Я уже отсняла материал. Осталось только смонтировать. Я постараюсь заранее выложить видео, так как я уезжаю на этой неделе. Постараюсь успеть. Не пропустите это видео. К сожалению, хоть матка и приняла прекрасно рабочих, а не ее, коконы распаковывать никто не планировал. А личинка вообще была съедена. Несмотря на то, что белковым кормом никто не был обделен, тем не менее. Также самка не планировала нести яйца, так что пришло время попытки номер 2. Вторая попытка предполагала подселение рабочих рабов вида сервиформика фуска. Данный вид я встречала в парке еще в прошлом году, так что сразу направилась туда. Стоило поднять первый камень, и там обнаружились рабочие с коконами. Я взяла в пробирку несколько штук и аккуратно вернула камень на прежнее место. Дома я часть рабочих подселила путем заморозки, а часть подтоплением. И те, и другие были приняты без потери конфликтов, так же как и коконы. Теперь оставалось ждать, когда самка начнет нести собственные яйца, ведь это главная цель. Но проходили недели, а результата не было. Все было хорошо, они кушали, ухаживали друг за другом, но кладки яиц не появлялось. Я не отчаивалась и решила попробовать еще один вариант. Хоть их и было маленькое количество в пробирке, всего 5 рабочих, я все же подключила небольшую арену, сделанную из пластикового контейнера. И, о чудо, спустя несколько дней появился первый пакет яиц. Ну а дальше развитие пошло по накатанной. В интернете по данному виду, как я уже говорила ранее, информации немного. Немного на Википедии, есть информация на сайте Антвид, а также я находила парочку исследований, если снова найду, я оставлю в описании. Но в содержании можно применять те же условия, что и к схожим видам данного рода муравьев, таких как поликтена, протенсис и так далее. Единственная зимовка, я еще не уверена, нужно за ними наблюдать. Как только они начинают проявлять признаки впадения в диапаузу, я начинаю готовить их к зимовке. Также по моим наблюдениям я могу заметить, что это муравьи довольно агрессивные. С самого начала, как только появились первые родные рабочие, у них в контейнере на арене, когда открываешь крышку, практически всегда пахнет кислотой. Поэтому я для вентиляции вот эту крышечку из-под лекарств всегда держу открытой. Но при этом края смазываю
вазелиновым маслом, чтобы они не уползали. Иначе, мне кажется, они там задохнутся. Они пугаются любого шороха, все время носятся, стоит открыть крышку, чтобы их покормить, закинуть им насекомое или сироп. Они сразу встают в позу, брюшко выставляют вперед и сразу же готовятся атаковать. А когда они начинают паниковать, они вообще могут друг на друга кидаться. В общем, очень нервные муравьи. Посмотрим, что будет дальше, когда их будет побольше. Первая зимовка прошла хорошо, потери были минимальны. На сегодняшний день около 30 родных рабочих и куча расплода на разных стадиях. В ближайшее время я планирую подкинуть еще кокон в стереоформик и, возможно, поставлю термоковрик. У нас 2 июня отключили отопление и дома немного стало прохладно. А сейчас вернемся в тот день, когда я достала их с зимовки. Так, вот такая у меня коробка в холодильнике стояла. Вот они у меня уже активные такие, шевелятся, бегают, ну еще жмутся. Я их резко не выводила. Из холодильника достала, поставила на нижнюю полку шкафа. У нас на полу холодно, около 15 градусов. Ну вот они. Расплод, по-моему, весь погиб. Но среди муравьев там парочка была погибших. Одна куколка была мертвая. Вот в такой контейнер их переселю, в котором они раньше были у меня. Потому что у них там уже совсем воды мало осталось. Ну, сейчас не видно. Там вообще капелька буквально воды осталась. Вот они и жмутся. Вот поставила новую пробирку. Буду их переселять. Ну, просто пересоединю. Там они уже дальше разберутся. Видите, у них воды практически не осталось. Так что будем надеяться, что они переселятся во вторую пробирку. Так как спустя 2 недели ничего не изменилось, они не планировали покидать пробирку, хотя там воды практически не осталось, мне пришлось их экстренно высыпать на арену, чтобы они переселились уже в пробирку, в чистую, в новую. Это длилось достаточно продолжительное время. Они просто кучковались на арене и не хотели заселяться в новую пробирку. По сравнению с жнецами, эти муравьи какие-то глуповатые, что ли. Что ж, посыл этого видео такой. Не сомневайтесь в себе. Если вы уверены в своих силах, изучили теорию, а вам все равно говорят, что ничего не получится, пробуйте. Просто попробуйте, не слушая тех, кто задирает перед вами нос, иначе откуда вы возьмете опыт? И не бойтесь ошибаться. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Так, на этом буду заканчивать, это меня понесло. Желаю вам удачи и поднятия ваших муравьиных семей. Всем пока!